Друзья, всем привет! Весна у нас в этом году пришла очень рано, на 2 недели так точно. В прошлом году у нас в это время были еще глубокие сугробы. По ночам у нас еще минусовые температуры, по утрам с утра иней на траве и на деревьях, но все равно весна вовсю уже чувствуется. Вы только послушайте, как поют птицы. Друзья, хочу показать, что у меня происходит с рассадой, рассказать поподробнее про нее. Помните, в предыдущем видео я, значит, показывала, как спасаю рассаду от кошек под душевыми шапочками. Они у меня ее наполовину сожрали. Вот, я высадила заново, накрыла душевыми шапочками, и, в общем-то, она у меня уже, как видите, выросла. Душевые шапочки я сняла, они уже не нужны. И поскольку рассада уже большая, кошки на нее не покушаются, и она стоит у меня на отдельном столе, ну, частично на отдельном столе. Сейчас подробнее о ней расскажу. У меня было так, что кошки частично сожрали у меня рассаду помидоров. Даже не частично, а большую ее часть, скажем так. Вот. И вот эти вот росточки, которые сейчас здесь поменьше, вы видите, они у меня посажены 8 марта. А вот этот большой, который уже вон какой разросся, он посажен у меня аж 9 февраля. Значит, это у меня бычье сердце, вот это полосатый шоколад, вот здесь маленькие 8 марта посаженные, а вот это полосатый шоколад, выживший от 9 февраля, вон как уже большой. Вот это бычье сердце маленькие тоже от 8 марта, ну и здесь тоже вот 9 февраля. Вот это у меня болгарский перец, богатырь. Вот так вот он уже разросся. Некоторые, конечно, еще маленькие. Но меня очень радует перец маврас. Вот это, кстати, маленький маврасик. А вот эти вот 3, они, смотрите, уже какие крупненькие. Уже у них 4 листочка. Сейчас скажу, когда я их сажала. Попробуйте этикетку найти. Наверное, тоже 9 февраля, скорее всего. А вот эти 5 штучек у меня тоже перец болгарский, богатырь. Видите, какие-то маленькие, какие-то побольше. А вот это я посадила баклажанчики. Смотрите, какие они у меня уже взросленькие. Тоже сажала рано баклажаны, 7 февраля аж еще. Ну вот они еще пока вот такие. Получается, у меня 5 баклажанов. А вы знаете, я что-то так размахнулась на болгарский перец. В прошлом году у меня был всего лишь один сорт белозерка. Ну, в принципе, такой вкусный, но немножко какой-то он мне приелся, что ли. И выросло его не так много. Я его за лето практически села. Ну, немножко ушло в консервирование. В этом году я хочу еще и заморозить болгарского перца. Поэтому у меня выросло так много. Значит, дальше я вам хочу показать. Вот еще. Здесь у меня рассада дынь и арбузов. Так, вот это, по-моему, дыни. Уже такие взрослые. Я их буду пересаживать. Вот из этих горшочков более большие. Такие кашпо, наверное, скорее всего, посажу. Вот это тоже дыня. Вот это уже, судя по листочкам, арбузики. Это те французские семена. Так, арбуз Ливия и дыня Мазин, по-моему. Да, Мазин, по-моему, она у меня называется. Вот здесь я посадила совсем недавно, по-моему, 17 марта, капусту брокколи. Пока всходов я не вижу, ну, ожидаем. Вот здесь у меня тыковка растет. Вот здесь тоже рассада различных дынь и арбузов, возможно, я уже не помню. Скорее всего, это все дыни из покупных арбузов и дынь. Вот это, кстати, тоже у меня тыковка вот такая небольшая. А еще, знаете, друзья, я тут затеяла эксперимент, о котором я вам сейчас расскажу. У меня тут выросли тыковки, сажала я их 9 февраля. У них уже вот такие вот большие листочки, лопушки. Сажала их я специально для привоя. Сейчас поясню. Значит, у меня тоже вот взошли арбузы, дыни, вот уже такие большие росточки. Взошли арбузы и дыни как из французских семян, которые я покупала, дорогие, у которых схожесть хорошая, так и взошли также арбузы и дыни, семена которых я собирала из покупных арбузов и дынь. Дыни колхозницы, арбузы тоже самые сладкие, самые спелые. Вот с них собрала семена и тоже их вырастила. Они у меня взошли. Вот длинные росточки уже. Значит, что я собираюсь сейчас делать? Я собираюсь прививать арбузы и дыни на тыквы. Значит, для привоя я взяла тыквы, которые сажала в прошлом году. Они у меня достаточно хорошо взошли, выдерживали низкие температуры.
и был у меня приличный урожай. Вот, например, тыковка осталась из осеннего урожая прошлого года, маленькая, самая последняя. Были побольше тыквы. В этом году я собираюсь тыквы сажать из рассады, но рассаду тыков еще чуть попозже буду сажать рассаду тыков. Ну, наверное, где-то в апреле начну. И уже потом в мае, в конце мая эти тыквы высажу из рассады. В прошлом году я сажала семечками прямо в грунт и посадила достаточно поздно тыквы, где-то в конце мая, поскольку у нас в начале мая, в первой половине мая были очень сильные заморозки, и не было возможности никакой сажать, снег даже выпадал. Вот, поэтому тыквы, ну, выросли, но не такие большие и не дозрели. Дозрели они уже лежа у меня дома. Вот, значит, я взяла всходы той тыквы, которые мне принесли достаточно хороший урожай. И вот сейчас на них я буду прививать всходы арбузов и дынь. В общем, короче, у меня получится 4 прививки, да. Вот 1, 2, 3, 4. 2 росточка у меня арбуза и дыни будут безродные, а вторые дорогие, которые я покупала на Wildberries. Значит, зачем я это буду делать? Чтобы те арбузы и дыни, которые у меня будут расти в средней полосе России, да, у нас Нижегородская область, они выросли побольше и были более устойчивы к температурным перепадам, поскольку у нас такой климат достаточно, ну, не теплый, скажем так, не как в Краснодарском крае, да, поэтому в Нижегородской области достаточно сложно вырастить арбузы и дыни, чтобы они дозрели, чтобы достаточно большими выросли, поэтому их прививают на тыквы, на росточки тыкв. И я, значит, на ютубе подсмотрела, как это делают другие. И сейчас буду это делать тоже. Значит, для этого я купила вот такие вот лезвия для бритвы, обычные лезвия. И также я купила специальные вот такие прищепочки. Вот вместе привоя нужно будет их прижать, чтобы они срослись, да. И потом все это дело я накрою душевой шапочкой. Каждый горшочек будет некий такой парничок. Создам все условия, чтобы растения срослись. Делать я буду это впервые, это, скажем так, мой эксперимент. Сейчас покажу, как я это буду делать. И потом летом мы с вами вместе посмотрим на результат, что у меня получилось, что не получилось. Также буду дополнительно снимать видео про рассаду, привитую на тыквы, арбузов и дынь. Буду наблюдать за ними, да, как что происходит, и показывать вам. Так, начну я, пожалуй, вот с самого крепкого росточка. На нем буду тренироваться. Значит, вот здесь у меня есть горшочек, арбуз Ливия. Я сажала 21 февраля, да, получается. Первым делом нужно отщипнуть вот сердцевину у тыквы. И туда внутрь мы будем вставлять росточек арбуза. Как это сделать, значит? Как это сделать? Блин, мне так страшно, если честно. Если честно, очень страшно. Делаю я это впервые, конечно. Люди, которые все это показывают, они как-то так, знаете, просто у них все получается, а мне жалко. Жалко его рвать, короче. Ну ничего. Что не сделаешь ради эксперимента, да? Ну, бедолашечка. Кстати, так вкусно травой пахнет. Вот этот листочек тоже отщипнем. Вот. Вот так. Дальше, значит, что нужно сделать? Нужно сделать вот здесь посередине надрез, ну, как бы сделать глубину, немножко его разъединить. Вот. Вот он у меня так на 2 части разошелся. Не знаю, видно отсюда или нет. Ну, короче, я его боюсь лишний раз трогать. Я беру арбуз Ливию. Исторический момент. А вдруг потом арбуз из него вырастет огромный? Почему вдруг должен вообще-то вырасти? Ну ладно. В общем, я его отщипываю. Вот такой длинный он вытянулся уже. Вот. Вот я его отщипнула. Значит, и здесь вот этот вот росточек мы сейчас снимем. Так, где резкость? Здесь аккуратненько надо снять кожицу. У него надо снять кожицу. Так, с одной стороны. Я не вижу, кстати, есть резкость или нет.
приходится одновременно и в камеру смотреть, и как это делается, да, и одновременно срезать. Кстати, посмотрите на ютубе очень много видео про прививание арбузов на специальный привой. Тут я хотела сказать, что арбузы и дыни обычно прививают на лагинарию. Это такой вид бутылочных тыков. Ну а я решила привить арбуз на обычную тыкву. Посмотрим, что из этого получится. Короче, у меня неаккуратно это получается, как видите. Росточек все короче и короче. Ну ничего, первый раз всегда блинкомом. Ну короче, ладно, больше я не могу резать. Давай. Надеюсь, что ты прирастешь. Вот, я вот так вот делаю все впервые, поэтому все очень волнительно. И непонятно вообще, что получится. Особенно будет обидно, если ничего не получится, конечно. Но на этот счет у меня есть непривитые еще арбузы и дыни. Не знаю, отсюда видно или нет, как это у меня получилось. Вот. Я достаточно глубоко это сделала. Но я думаю, что со временем руку набью. Чтобы вы понимали, вокруг меня как тигры сейчас ходят кошки. И им прям любопытно, что я делаю. И есть опасность, что они куда-нибудь залезут, сейчас что-нибудь перегрызут. Так, вот вторая тыква у нас. В общем, в итоге вот так вот, таким способом я привила 2 арбузика и 2 дыньки. В общем, я не сразу поняла, как нужно подготавливать росточки для привоя. Нужно было просто счищать с них кожицу, а я делала срезы. И от этого у меня получалось так, что я срезала половину ростка. И, в общем-то, наверное, неаккуратно это делала. Но что поделать, это опыт. И благодаря этому опыту я поняла, как правильно делать. В общем, эту прививку я сделала 8 марта, и я сниму видео, покажу вам чуть попозже, как обстоят дела у моих подопечных. Что у меня получилось, что не получилось, все расскажу. Значит, после прививки я накрыла все растения душевыми шапочками, чтобы создался парниковый эффект, и они хорошо приросли. Ну и вот, в итоге, что у меня получилось методом прививки. Обещала вам показать, да? Вот эти 2 тыковки, на эти 2 тыковки был привит арбуз. Значит, у меня на одной тыкве арбуз не выжил. Вот он, да. В общем, не выжил, видите, он завял. Я его неправильно привила, видимо. А вот на этой тыкве арбузик прижился. И он дал, уже, видите, 4 листочка у него. Значит, здесь я правильно как-то его срезала, правильно почистила шкурку. В общем, я поняла, как делать прививку на примере вот этого эксперимента. А дыни у меня, кстати, не выжили. Еще 2 я делала прививки с дынями на тыквы. Они у меня не выжили, к сожалению. Но теперь зато я знаю, как правильно прививать. А еще, друзья, я решила посадить лагинарию все-таки. Вот я купила такие семена. Здесь было 5 штучек. Я их уже посадила кое-где по горшочкам. Жду, когда они взойдут. У них будет 2 листочка. И вот на эту лагинарию я еще попробую на эти 5 штучек привить арбузы и дыни, чтобы они у меня были крупными и спелыми, быстро созревали и более атмосферостойкими. Значит, часть арбузов и дынь я привью, а часть не привью, и посмотрю, что будет получаться, да, как они будут расти, как будут расти привитые, какие на них будут плоды, и как будут расти непривитые арбузы и дыни, какие на них будут расти плоды. Все бахчевые я в этот раз буду сажать не в открытый грунт, потому что у меня в прошлом году побил их град. Я буду сажать их под укрытие. В прошлом году я под укрытие сажала только огурцы и помидоры с перцами, к сожалению. А вот о дынях и арбузах не подумала. Они более тоже такие нежные, требуют к себе внимания. К тому же в прошлом году я арбузы сажала очень поздно, где-то в конце мая. И прямо в открытый грунт без рассады. И поэтому они у меня поздно начали расти, да еще и были побиты градом.
В этом году я хочу избежать этих ошибок, и поэтому я буду сажать их под укрытие. А под какое укрытие я сейчас вам подробно расскажу. Так, друзья, вот хочу показать пленку, которую я буду устанавливать на свой парник для своих арбузов и дынь. Называется она «Светлица». Вот здесь маркировка указана. В чем ее преимущество и особенности, сейчас расскажу, почему я ее выбрала. Значит, во-первых, она очень хорошо пропускает свет. Она прозрачная, практически как стекло. Это очень важно для растений, для моих. Очень важно для арбузов и дынь, чтобы было много света. И еще мне нравится в этой пленке то, что она очень эластичная. Она не рвется, не трескается, не надламывается. То есть она очень прочная. Вот здесь я пытаюсь ногтем ее порвать, но у меня ничего не получается. Она принимает свой исходный вид, как только нагревается, если она растянулась. В общем, эластичность у нее потрясающая. И еще, что мне особо понравилось, она имеет гидрофильные свойства. То есть влага, которая будет скапливаться внутри парника, не будет попадать на растение, а будет просто скатываться каплями по пленке. Только нужно подробно изучить инструкции, чтобы гидрофильная сторона пленки оказалась внутри парника. И еще пленка светлицы очень хорошо удерживает тепло. Ночью во время заморозков под ней на 2-4 градуса теплее, чем под обычными полиэтиленовыми пленками. Также очень важным для меня оказалось то, что она очень градоустойчивая и ветроустойчивая. То есть она очень прочная, срок службы у нее не менее 7 лет по заявке производителя. И можно, не опасаясь, оставлять ее на зиму. То есть не обязательно разбирать теплицу. В общем, такие характеристики светлицы мне пришлись по душе, и я решила ее взять для своего парника. Еще я заказала вот такой вот укрывной материал, мульчирующую пленку для грядки своей клубники. В прошлом году я стелила на грядку совсем другой материал. К сожалению, у меня под ним проросла трава, и ее пришлось убрать. А вот эта вот пленка, она более толстая. Вот у нее 60 единиц толщина. И она, смотрите, она двойная, вот такая вот черно-белая. То есть не будет перегреваться у меня грядка. Белой стороной я наверх постелю, потому что у меня на солнечной стороне стоит эта грядка с клубникой. И вот такие свойства она имеет. Подавляет, уничтожает сорняки, увеличивает урожайность, ускоряет сроки созревания, уменьшает испарение влаги, снижает заболеваемость растений, уменьшает расход удобрений, выравнивает тепловой режим. В общем, вот так тоже от светлицы эта пленочка. Буду я ей еще укрывать грядку свою. Вот так вот, друзья, готовлюсь я к садово-огородному сезону. Буду делать парник и укрывать грядку с клубникой. Думаю, что у меня в этом году будет хороший урожай дынник и арбузов, и также клубники. Сейчас у нас на дворе март месяц, пока теплицу делать рано, но когда я ее сделаю, я вам покажу, как я ее буду делать, да, как она будет держаться, в общем, все ее свойства в процессе эксплуатации я буду рассказывать. Буду показывать, как я высажу в эту теплицу с этим укрытием арбузы и дыни, и что у меня по итогу осенью вырастет в этой теплице, тоже вам покажу. А еще у нас наконец-то сошел снег, и мне захотелось снять резиновые дорожки с крыльца. В этот раз я их решила постелить от крыльца до калитки, потому что земля еще влажная, на улице грязно. В общем, эти дорожки пришлись как нельзя кстати. Я их периодически перестилаю туда, куда мне нужно. Они состоят из резиновой крошки, такие дорожки стелят на детские площадки. Они хорошо пропускают влагу, очень прочные и служат мне уже второй сезон, представляете? В общем, я даже хочу купить еще пару таких, чтобы постелить на дорожке между грядками. И также у меня есть куда еще постелить, чтобы ходить по ним, чтобы не было грязно. Ну, отличная альтернатива садовым дорожкам, я считаю, которых у меня пока еще нет. Я еще пока не определилась, из какого материала я буду делать садовые дорожки у себя на участке. И вообще, где я их буду делать, я еще пока не поняла, поэтому изучаю участок, исследую, как мне удобно, как неудобно. И вот эти дорожки, они как раз-таки помогают мне в этом, если честно. Вот здесь я понимаю, что от калитки до крыльца мне все-таки что-то нужно будет сделать. За зиму под дорожками скопилась грязь, и, конечно же, я решила помыть крыльцо. I know sometimes I'm slow to tell you it's no one else's fault but mine.
don't know by the way I hold you. My heart's been yours this whole time. Oh, I hope I show it, just in case you need to know. I fall in love with you a little bit more, little bit more. Every time I think I've lost my way, I fall in love with you a little bit more, little bit more than before. Even on the days I'm not so sure, I fall in love with you a little bit more. Thought I knew every little thing about you. There's always more of you to learn. Тут у меня спрашивают, как поживают мои котейки. Вот здесь мы с Тришей реабилитируемся. Вынесла ее на улицу. Вон там гуляет Буся возле забора. Вот здесь Кнопа. Вот она здесь вынюхивает, травку кушает. А вот здесь вот Белка. Она поймала мышку, похоже. Вася уже ей приносил мышь с поля. Она теперь сама ловит и ест ее. Короче, сидит. Опять глистогонить надо ее будет. А Тришу я реабилитирую. Вот сижу рядом с ней, потому что она при любом шорохе сразу бежит на веранду прятаться. Сразу домой. Я ее обратно заношу с веранды, сажаю на стол. И вот так вот на столе не очень страшно. Вот она сидит, смотрит на девочек. Вот. Масюта у нас куда-то убежала. Она, как всегда, где-то по каким-то... Ой, я даже не знаю, где она лазит. Ну, короче, она куда-то уходит утром. Вот она писает, немножко гуляет возле дома с утра, а потом куда-то уходит. Куда она, где она шлындит, я не знаю. Может быть, в поле куда-то мышей ловить ходит. Вот, и где-то в середине дня появляется на крыльце. Когда уже проголодалась, видимо, сидит, ждет, когда я запущу. Вася у нас тоже ушел с утра пописить. Ну, куда-то выбежал, и все. Ну, он возвращался, по-моему, один раз, ходил кушать. Корм обычный, потом опять ушел. Ну, короче, вот так вот мы гуляем, сидим. Вот, видите, она хоть легла, хоть прилегла немножко, расслабилась. А то она такая напряженная, так кричит, так всего боится. Триш, ты немножко отошла, да? Скажи, хоть весну почую, хоть немножечко. Да, Триш? Ну, там у нас Буся на дорожке гуляет. Буся иногда с девчонками играет. Вот она, видите, заигрывает. Вон. Побежала. Это она с Кнопой. Там Кнопа возле забора сидит. Не знаю, видно ее на камере или нет. Да, вон она. И она с мамой периодически играет. Кнопа тоже посмелее стала выходить хотя бы. Вот так вот гуляем. Белка. Белек. Ты моя, ты распушила хвост. Посмотрите, как она хвост распушила. Ой, я не могу. Ой. Что творится? Об меня трется. Хвост распушила. Бел. Что это такое? Что это значит? Что это? А, красавица у нас белочка. Красавица. Посмотрите на ее беличий хвост. И она мурчит. Ты мой сладкий, хочет, чтобы ее потискали. Хочет. Да. Ну, ты моя красотка. Ой, у нас тут ЧП. Я, значит, стою в конце участка с мусорным пакетом. Короче, пошла сейчас открывать калитку, а там замок замерз. Вчера была оттепель, сырость, а сегодня -6. И он, короче, замерз. И я не хочу уже ходить за жидкостью, которая размораживает эти замки, потому что от нее пачкаются руки, нужно ждать, пока она там протечет по всем этим ячейкам, чтобы он отморозился. Я решила найти выход в конце участка, но, как видите, здесь все забаррикадировано и не выйдешь. Но сейчас попробуем еще где-нибудь лазейку найти. Да, Белка увязалась за мной. И я думаю, в конец участка схожу. Я ведь все равно посмотреть хотела реку. Я уже сейчас стою здесь, слышу, как она шумит.
Мне кажется, она уже вскрылась. В общем, сейчас пойду искать еще одну лазейку, чтобы вылезти, вытащить этот пакет мусора, послушать реку. Белечек бегает со мной, трется об меня. Она так любит, когда я гуляю по участку, все время со мной везде. Речка действительно вскрылась. Смотрите, все, лед с нее сошел. И она шумит. А я слышу за участком, слышу, что шумит что-то. Вот, что шумит. Но она, правда, еще не совсем. Кое-где лед он есть. Но уже все, уже все. Вот так вот. Вот здесь прям уже хорошо она так течет. Сейчас пойду вон там проверю. Вчера снежок такой выпал. Но сегодня опять растает этот снег. Потому что +3 будет. Но река уже вскрылась. Вот вчера я была в городе, Ока уже текла вовсю. А я так удивилась, думаю, у нас такая маленькая речка рядом с домом. А она еще нет. Но нет, оказывается, да. Не то чтобы нет, оказывается, да. Сейчас вот. Вот. Ну-ка, вот она. Но не совсем еще, но потихонечку уже все. Лед тронулся, скажем так. Лед тронулся. Ну-ка. Тут такой берег интересный, пологий. Можно к реке спуститься. Вот видите, бобры как выгрызают деревья. Они падают в реку. Вот уже кто-то спилил на дрова дерево. Но все равно они в реке лежат и запруживают реку очень сильно. Вот так вот она у нас выглядит. Течет, течет. Но она совсем маленькая, как ручеек, можно сказать. Как ручеечек такая. Это все из-за бобров. А раньше русло-то у нее, видите, какой высокий берег с той стороны. Русло раньше у нее было высокое. Раньше она была глубже намного. Судя по глубине русла, она была глубже намного. Но мне местные говорили, да, что раньше здесь рыбаки рыбу ловили. И она больше была. Но она не больше. Вот, как видите, нет. Ну что, все. Считай, с вскрытием реки наступила весна настоящая. Вы только посмотрите, куда залезла. Это Вася залезла. Это Вася. А вон там вон белка. Посмотрите, куда она залезла. Бела. Кити. А я... Вы только посмотрите на эту кошку. Она на конек дома залезла. Белка. А я слышу что-то по крышах. Бела. Белочка. Чего ты там лазишь? Моя девочка, ну что ты туда залезла, Бел? Ты мой Кити. Ты там высматриваешь котов-чужаков, да? Ты моя хорошая. Вот так вот сижу я на кухне, слышу, что-то по крыше тарабанит. Думаю, что там происходит? Выхожу, а там гуляет эта дамочка. Ой, я не могу. Вот представляете, какая скалолазка. Вася ее научил вот так вот залазить на крышу и лазить там сколько хочет. Да, Белок? Ты мой сладкий кот. Ты мой сладкий кот. И еще в этом году я открыла велосезон аж на 2 недели раньше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас в это время еще лежали сугробы, представляете? А в этом погода просто порадовала. I know sometimes I'm slow to tell you it's no one else's fault but mine. If you don't know by the way I hold you, my heart's been yours this whole time. Oh, I hope I show it, just in case you need to know.
Друзья, у меня происходит много событий, которыми я не успеваю делиться в длинных видео. Поэтому я активно веду свои другие соцсети. Например, Telegram, я там делюсь новостями всегда, очень активно его веду, делюсь фотографиями. А также у меня есть сообщество ВКонтакте, там я тоже делюсь красивыми фотографиями, различными видео. И еще у меня есть Дзен и Рутуб. Обязательно пройдите по ссылкам под этим видео, подпишитесь на все мои соцсети, чтобы мы с вами не потерялись. Ну а на сегодня все. Всех благодарю за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.